Друзья, всем привет! Наверное, любимая тема всех — ремонт, перестановка, уборка. Поэтому начинаем ремонт. Мой ремонт внезапно прервался дикой болью, и я попала в больницу. Друзья, я до сих пор в больнице. Принесли мне завтрак, у меня горло перехватило. Я не знаю, то ли от лекарства, то ли от чего. Сейчас пойду к врачу, а потом мне скажут, что буду дальше делать. Надеюсь, меня отпустят. Сегодня много работы. Собираюсь домой, сняла пижамку, выписали мне на сегодня таблетки. Сегодня много работы, поэтому я попросила отпустить меня домой. В среду приду, лягу опять в больницу, в четверг сделают операцию. Иду оплатить счет, сейчас посмотрим, сколько выйдет счет у меня. Счет вышел чуть меньше 300 тысяч, но это все мне погасит моя страховая компания. Друзья, я выписалась из больницы, сейчас еду работать. Сегодня много просто работы. Хотели сегодня делать мне операцию, но у меня ждут люди, как бы ждали целую неделю, пока я в отпуске была. Поэтому сегодня мне обязательно, прям и завтра нужно работать. А в среду я ложусь снова в больницу, и в четверг уже будут делать мне операцию. В пятницу сказали, вроде как выпишут. Операция будет без надреза, проходить будет через меня. Ну, вы поняли, через какое место. Вот, как бы под общим наркозом будет операция, поэтому мне не сильно страшно. Главное, чтобы все удалили и такой больше боли не было. Вчера просто я разогнуться не могла, настолько было больно. Ну, у кого камни, те, наверное, знают, какая это боль. Я считаю, что рожать легче и не настолько больно, чем вот эта вот вчерашняя боль. Какая красота! У нас везде цветет магнолия, смотрите. У нас покраска в полном разгаре. Уже Тысанчик помогает маме, да, Тысан? Друзья, я доехала до строительного магазина. Ремонт у меня продолжается. Так, тележку, наверное, надо взять. Ой, классная лесенка. Это знаете, для чего лестница? Это в Корее много квартир, которые с небольшим вторым этажом. Я прикреплю здесь картинку, я уже как-то показывала. И вот такую лесенку можно поставить. Красивую. С ящичками, со столиком даже. Смотрите, какая красота. А мне нужны доски. Короче, потом покажу, что я решила сделать. Так, я взяла несколько досок. Сейчас пойду возьму крепление и брусок мне надо. Ну, красота же. Смотрите, как он корябается, да? На него что-то надо стелить, на такой стол. А вообще, конечно, красиво. Я мечтаю о таком столе какого-нибудь с смолой, но если вот так вот он будет корябаться, конечно, жалко. Отполировать и застелить пленкой надо. Все, я загрузилась. Пойду посмотрю плитку. Какая красивая плитка есть. И какая страшная у меня ванна. Обалдеть, вот это размеры плитки. Просто одной плиткой полстены.
можно закрыть. Смотрите, какая красота. Офигеть. Если честно, первый раз вижу такую огромную плитку. Вау. 3 метра, 240 сантиметров. Обалдеть. Смотрите, для маленьких комнат, в принципе, которые в Корее, вот так можно конструировать всякое разное. Мебель на 2 детей. Дальше не пойду шариться, пройду еще в свет. На 2-й этаж не пойду. Еще здесь хочу вам тоже показать. Сауны домашние. А вот электронные замки в Корее. Они, кстати, недорогие. 157 тысяч вон. Какой тут подороже есть. Вот 340 тысяч вон. Самый дешевый, наверное, вот этот. 66 тысяч вон. А вот есть даже за 56. Ой, как красиво. Все блестит. Обалдеть. Красота. Но такую бы я люстру не хотела себе домой. Прям, ну, красиво, шикарно. Вот это особенно красивая. Конечно, там где-то в гостиной я бы не хотела такую люстру шикарную. Над столовой зоной, например, можно подвесить, подвешать. А в гостиной вот такие привычные уже для меня. Не занимают пространство. Ой, тоже классный самолет. Но вот это все-таки шикарная люстра. Друзья, читала комментарии, обои проще наклеить. Нет, не проще. Обои гораздо дороже, выйдут мне около 1 миллиона вон. А краска мне обошлась 50 тысяч вон. Как бы существенная разница, поэтому я уже практически все покрасила. Как закончу, так обязательно все покажу. Друзья, мы едем сегодня гулять в парк Волмедо. Сегодня в Корее выходной. Сегодня что у нас? Четверг или среда? Сегодня выходной, потому что выборы депутатов. Пойдемте. Сейчас все спустятся. Залазьте в автомобиль. Занимаем свои посадочные места согласно билетам. Юша, садись, иди. Все, расселись. С нами вот такой песина. Маша полетела по делам и оставила нам вот этого дружка. Подружку, да. Нам даже удалось найти парковку. Сегодня очень много народу. Приехали на набережную, где недавно были с сестренкой Есенией. Друзья, вы меня спрашивали много раз. Я, к сожалению, упустила этот момент и не сказала, кто это приезжал к нам. Не дорассказала, кто же нам такая Есения. Это дочка моего мужа корейского, сестра Юни и Тесани. Она живет в Казахстане вместе с мамой. Мы общались все эти годы. И вот они прилетели в Корею, поэтому мы встретились. Друзья, смотрите, сколько здесь народу. И даже какая-то большая камера, то ли телевидение, то ли что, снимает. Здесь, конечно, на этой карусели интересно, если понимаешь корейский. Если не понимаешь, это совсем не интересно. Очередь какая. 진짜 세상은 넓고 진짜 미친 여자들은 엄청나. Че, Лех, не страшно? Не страшно? Я чуть не сдохла на этой карусели, это, конечно, ужас. А дети второй раз пошли бесплатно, кстати, он им дал прокатиться. Они сели уже на крайнюю. С Тесанчиком пошли на карусельку. Не страшно?
혜윤! Пока! О, ты сам за рулем у нас. Ты сам. Дети пошли на лошадках прокатиться. Дети! Хэйюн! Хэйюна! А мы пришли на цепочках прокатиться. Не знаю, интересно это или нет. 아니 뭐 자리 바꿔도 별로 그렇게 다른 게 없잖아요. 다 자리를 바꿔. 아니 누가 왜 또 거기서 기도를 하는 거기가 외국분이세요? 외국분. 여자분이 한국분이세요? 한국 사람이 되게 좋은데 외국분. 있는 거예요 진짜. Тоже пойти на диско, вот этот круг. Бабули, дедули сидят там, смотрят, как камеди-шоу какое-то. 커플이 아니라고? 지금 표정 보니까 이게 진지해진 거 보니까 이제 이거 안 맞는 거 같은데. 야 우리 분홍색 바지 딸 너 괜찮아? 너 안 괜찮아? 어떻게 누가 타자 그랬어? 네가 타자 그랬어? 아니 아빠 탱기를 냈지만 너. 두 분만 더 태우자. 아, 나 진짜. 니네 안 불렀어. 잠깐. 한국말 할 줄 아니? 한국말 할 줄 알아? 니네 외국인이잖아, 니네. 설마 한국 사람한테 내가 한국말 할 줄 아냐고 물어보겠어. 딸, 아들. 그러니까 니네 딱 봐도 외국인인데. 봐봐. 니네 옆에 애들 봐봐. 한국 사람이지, 그치? 옆에 다 한국 사람이지. 아니 옆에 봐봐 옆에 그치 니네한테 물어봤겠지 그치 엄마하고 너네 둘한테 물어봤겠지 그래 안 그래 어느 나라 사람이야? 러시아? 아 러시아 유다인 조금씩만 더 가야 마음맞게 두바퀴세요 두바퀴도 시원하게 기력이면 Высоко! Вставать нельзя, хорошо? Все, пока! 아니 무슨 애들하고 이상한 거 하고 있어 진짜. 빨리 올라와요 빨리. 빨리 올라와. 빨리 들어가고. 나 진짜 세상에. Дети! 혜윤아! 이상한 애들이 재민이만 힘들어하고 남이랑 모른다고 하지만 잘못해서 콩밖에 잘못이 그렇게 되는 거야. Знаете, с Лешей решили тоже полетать на этой штуке. И здесь можно, видите, телефон ставить. Как в прошлом... 2 года назад мы также... Я снимала где-то видео. Что, страшно? 약간 많이 풀렸다가 미치겠다고 냉동실에 더 넣고 놀아요. Вот люди погуляли хорошо, мусорок нет, куда все девать? Вот так вот оставляют. Но утром будет здесь идеально чисто уже.
бабочка. Смотри, какие красивые мотики. О, какие красивые парни на мотиках. Красивый. Мы купили фейерверки, будем запускать сейчас. Хаюш, ты куда пошла? Пойдемте зажигалку найдем. Да. Тесан, вкусно? Клубника, лед, мороженое, лед, клубника, да? А Хаюша взяла разные фрукты в карамели. Негео. Можно здесь выбрать такие монетки с крем-чизы, просто с моцареллой, которые мы взяли, с фасолью сладкой и с кремом тоже сладким, вкусным. Вкуснятина. Это со сладкой фасолью делает. 잠깐만요. 설마 타시려고 하시는 거예요? Все, усаживаемся, едем домой. Друзья, ремонт у нас продолжается. Сейчас вечер, все спать легли, поэтому я тихонько разговариваю. Начала красить. Здесь будут посветлее, просто сейчас еще мокрая краска. Высохнет, будет светлее. Начала красить. Хочу половину отсюда игрушек убрать. Не знаю, Хаюн только их раскидывает. Вот она села поиграть, раскидала и все. Наверное, у всех дети так. Уже почти все игрушки убрали, но все равно есть что раскидать. Такой дом получился. Конечно, качество так себе, потому что вот эта вот бумага, я так поняла. Ну и такой материал, конечно, не знаю, насколько хватит нам. Ну вот, уже как есть. Вот такой у меня срач, все разбираю, жду туалетный столик, поэтому вот такой завал пока что. Купила сегодня в Дайсо такие ящички для канцелярии, для косметики. А это для шурупов, для инструментов. Это доска на кухню, ну это тоже ящичек. И пришла куча посылок, пойдемте распаковывать. Вот такая куча посылок пришло, не знаю, что здесь. Будем распаковывать. Здесь рыба копченая. Рыба. Копченая семга. Вот такой вот крем. Банку заказала. Хорошо увлажняет. Этот бренд классный. А, это подарок мне пришел. Это от Кати мне подарок пришел. Туалетная вода, парфюм. Hair Mist. Спасибо, Катя. Банка эмали пришла. Я хочу покрасить вот эти вот коричневые штуки на потолке. Мне они не нравятся. Очищающая бутылочка, короче. Вот тут какой-то, не знаю, камешки, фильтр. Короче, бутылка питьевая классная. Спасибо, Настя. Тут еще кучу всего. Карамель, скраб для тела.
Всякие шампуньки, конвертик. Наверное, открыточку там подписала Настя. Вот такая мимишная открытка. Ксения, дорогая, поздравляю тебя. Будь самой счастливой. Да? Потрогай открыточку. Потрогай. Так, тут еще что-то. Маска для лица и, наверное, патч. Точно патчи для глаз, друзья. Оставляю ссылочку на Настю. Продукция НЛ. А здесь что-то для детей она еще положила. Постилки витаминизированные какие-то. Тоже от продукции НЛ первый раз вижу. И, конечно, самые вкусные шоколадки. Она уже мне присылала эти шоколадки. Они очень-очень вкусные. А тут у меня пришла, наверное, зарядка для моего шуруповерта. 2 шуруповерта и ни одной зарядки. Такую огромную коробку для такой маленькой зарядки. Вот, конечно же, зарядочка. Сейчас поставим заряжать. А здесь пришла пробковая доска. Повешу над столом. Еще у меня одна посылочка. Это подарок, наверное. Да, это, наверное, подарок от Кристины. Друзья, вот такой Кристина мне подарила подарок. Я сама выбрала его. Это поилка для моих котиков. Фонтанчик-поилка, потому что кошки вечно лезут пить в унитаз. И вот здесь водичка льется, и котики будут пить. Это подарок мне от Кристины. Кристина, спасибо большое. Здесь 3 фильтра лежит, потому что они куда-то сюда должны вставляться, эти фильтры. А, вот 4-й даже есть фильтр. Но это если вода проточная. У меня вода с кулера, поэтому я думаю, что и фильтры здесь не всегда нужны. Хотя, может быть, это фильтры, чтобы не засорялись вот эти протоки. Не знаю. Но установим. И последние 2 коробочки, 2 подарочка у меня тут еще, наверное. Я знаю даже от кого. Это от Кати Корея. Прислала мне подарочки на день рождения. Спасибочки, дорогая. Какая красота. Это, наверное, румяшки. Друзья, еще начала фиячить тут я. Рисовать картины для Маши тоже будут черные. С пастой текстурной и с узором ее собачек будут. И покрою сусальным золотом. Уже в следующем вам покажу влоге, как у меня получилось сделать ремонт, что я купила, что выкинула. И вообще общую картину покажу. И покажу обязательно вот эти картины для Маши. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока-пока. До следующих влогов.